Я, Гриненко Игорь Юрьевич, 3.06.1974 года рождения, даю согласие на проведение интервью. Так, в 2021 году при прохождении медкомиссии для устройства на работу мне сообщили, что у меня обнаружен гепатит С. Ну, соответственно, на работу меня не взяли. По этой же причине, что у меня гепатит. Ну, впоследствии я узнал, что в Хабаровске открылась платная клиника, где это заболевание успешно лечится. Но для этого мне нужны были деньги, порядка, не ошибаюсь сейчас, 500 000 рублей. В общем, я задался целью заработать эти деньги. В общем, в поисках, столкнулся с представителем администрации по набору рекрутов на СВО, который, сказал, а что есть, говорит, работа, не пыльная, говорит, не то чтобы так, не особо тяжелая, будешь охранять Запорожскую АЭС в течение года, надо подписать контракт на год. Но, в общем, я согласился. Это был 24 год, 26 февраля, когда день подписания контракта. В Комсомольском на Амуре. В Комсомольске на Амуре. Это, конечно, может быть и глупость с моей стороны, да, скорее всего, так и есть. Поверил в его увещевание, что будешь охранять, никаких военных действий, будешь атомную электростанцию Запорожскую охранять. Да. Дурак, что поверил. Потом на Берлин приехали, когда на эту перевалочную базу. Тоже день или два там переночевали. И к концу этого последнего дня, крайнего, нам объявили пофамильно, 18 человек выделили. Сказали, что у нас очередное БЗ. Мы говорим, да вы охренели, мы еще 2 дней не отдохнули, как после отката, куда вы нас гоните опять? Тем более ноги отмороженные, кто-то ранен, кто-то, да, пофигу, говорит, сюда дошли и туда дойдете. В общем, к вечеру ближе 18 человек нас в Урал привезли в эту Новую Михайловку. Часа в 3 ночи в доме выдали БК, гранаты. Через 1,5 часа все, говорят, экипируйтесь, выходите во двор. Выходим во двор, грузимся на баги, 6 человек. Нас везут до какого-то ангара, где стоят 3 бэхи. Грузимся на бэхи, ждем, только начинает немножко расцветать. Начинаем движение. Мы двигались на последней БМП, потом, мы 3-я группа. Впереди идущая у нас БМП сломалась, и ее десант пересадили к нам, Получается, на 3-ю мы в 12 человек десанта ехало. 1-я ушла вперед на гуляй-поле. При десантировании, в общем, 2 человека сразу, 200. 3-й, по-моему, там еще метров 5 успел от дороги отбежать тоже. А остальная 2 человека, енот и шершень, в какую-то стайку забежали, спрятались. А мы 8 вокруг забора так пробежали. Там дом шлакоблочный. Через окно залезли в этот дом. Тут начались прилеты кассет, Я выглянул в дверь во двор. Смотрю, там рядом с домом гараж. Открытая дверь боковая. Туда переместился.
Кричу оставшимся в доме, типа, там не тормозите, ну, может, что-то посерьезнее прилететь. Те там, да. Что-то ступор словили, короче. Ну и тут же как раз FPV-ха по тому гаражу, где я находился, по крыше прилетает. Короче, выскакиваю из гаража. Тут дорога, улица вниз пошла. И напротив еще такой же гараж и дом. Я в этот дом забегаю. Ну, сзади такой громкий взрыв. Я поворачиваюсь, пыль там рассеивается, дома нет, уже одни шлакоблоки, там валяются куча. Крыша съехала на бок. Я думаю, ну нормально, один вообще остался из 12. Нормальное отношение. Даже дали сразу покурить, поесть. Не ожидал, в общем, такого нормального отношения. Нам говорили обратное, что типа, ну, издеваются там над пленными, да, все такое. Вообще даже близко такого не было. То, что говорят по телевидению, это... В общем, я о тех зверствах со стороны украинских военнослужащих по отношению к российским военнопленным, я их не видел просто. Я видел нормальное отношение как к военнопленным. У них задача как можно больше набрать народу мяса, которое вот потом используют вот так вот, как меня. Но когда в 394 я попал, конечно, отношение к людям меня, мягко говоря, покоробило, что ли. Как-то граждане с твоей же страны, ну, я про начальство сейчас говорю, чтобы их так с ними обращаться, конечно. Вот этот Стич, командир 9-й роты. А, это ты, говорит, да, типа, у тебя там хондроз шеи. Я как раз с медиком шел к нему, ну, на уколы. Иди, говорит, я тебя подлечу. Хватает там дрын такой, с оттяжкой по ноге, по ляжке, давай меня лупить, короче. Я стою на него. Ну, хорошо, штаны были эти зимние, теплые. Не сильно прилипало, ну так, ну, ощутимо все равно. Смотрю, дурак, что ли, совсем. Ну и потом просто обратил внимание на эти радиопереговоры, там, как просто людей вообще не ценят. Там. 3 человека, говорит, идите штурмуйте, ну, через поле по открытке, ну, куда он там пойдет, что штурмовать, его, блядь, на полпути просто и в пивихе долбят, и все, ну. Думаю, ну что-то, может, как-то тактика поменяется или что. Не, следующую тройку. Туда же, ну. И вот так конвейер. Это... В чем смысл там, я вообще понять не могу. Просто чем больше народу положить, что ли, ну, выхлопа практически вообще никакого. Просто народ один за одним ложит. Первый раз около 70. 75, там, ближе к 80. Второй раз то же самое. Там, по-моему, вообще что-то человек... А, нет, ну да, 80 тоже, 85. Ну, примерно 100, там 96 вернулись, может, там, которые на Берлине оставались, типа Калич, ну, по болезни. Там. Человек 10-12 там. Это все остается. Остальное при мне просто 9-ю роту уже обновляли раза 3 только. Так. По факту у меня контракт вот 25 марта он закончен. Но это не повод для расторжения, как говорится, для них. Они просто его автоматически продлят и все. Не знаю, как там, но подвели так, что от тебя типа ничего не зависит. Ты раз подписал, а дальше уже все до конца СВО. Типа, такая фигня. Мать говорила, дурак. Ну. Сейчас я с ней согласен.
Тогда было еще это, какая-то надежда, ну, типа проскочить между капельками. Сейчас, конечно, думаю, не надо было никуда идти. От администрации, который рекрутов набирал, ну, как бы, не-не-не, все нормально, все нормально. У меня сразу же в Комсомольске обнаружили этот гепатит. Ну, и как бы уже все, запретно. Он говорит, не-не-не, подождите, что-то. Тут же едем в платный центр, где анализы сдают. Он там договаривается, дают бумагу, что все ровно, все хорошо. Командир батальона на построении вышел, говорит, скоро у вас БЗ. И говорит, знаю, ребята, нужны вам подгранатники и все такое. И я, говорит, знаю, где их взять. Короче, знакомые у меня там все подгонят. Вот, сразу там прейскурант. Вот, кто что там, сколько будет заказывать. Кто-то написал там столько-то, столько-то. Деньги собрали сразу. Потом через дня 3 привезли. Ну и то не все. И как оказалось, потом при сравнении раза в 3 дороже, чем в обычном этом, ну, в военторге. Такие, ну, спасибо, отец родной. Ну и каждый месяц почему-то у них там заведено на дроны собирать там по 50 штук, короче, человека. Типа на дрон. Нормально. Платили 200-210 где-то так ежемесячно. Отдавали 50. Это на дроны. Ну, плюс вот эти вот вещи там якобы с военторга там незаменимые, которые он там знает, где взять. Ну и плюс постоянно там один кто-то там купил Starlink, отмели, потом он появился, этот Starlink, с БЗ пришла рота. 3 дня можете пользоваться. Только вот не забудьте сдать, короче, за абонентскую плату. Там 60 человек по 3000, короче. Только сдали деньги на абонентскую плату, Starlink забрали, короче. Все, ребята, хватит вам Старлинков. Давайте, езжайте, тренируйтесь. Для начальства мы всяко не свои какие-то. Какие-то чужие. С таким отношением к своим не относятся. Даже, не знаю, как это назвать. Как будто у них задача, положить как можно больше народу. Вот. У меня такая, сложилось впечатление. Потому что тактика не меняется. Вперед, штурмуй. Что штурмуй? Беги по полю, отбивайся от пивих, что ты там штурмуешь. Как они могут знать, если постоянно вот поток информации из этого зомбоящика идет? Они видят одно и то же. Чего они могут другое узнать? Что бы я им посоветовал? Не лезьте вы ни в какие войнушки. Дома с детьми, с женами, с семьями, с мамами, с папами, друзьями. Не надо никому ничего там не доказывать. Дома оно лучше как-то, это самое. Поверьте мне, с родными и близкими веселее. И не надо никуда тащиться, не рисковать собственной жизнью ради чего непонятного. Не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь, как они там хотят кого-то там что-то
заставить жить, там куда-то вступать, куда-то не вступать. Пускай каждый сам решает, я имею в виду государство, что ему делать и как ему жить. Не надо никому ничего навязывать. Подумайте о своих близких, как им будет, когда им скажут, что вас уже нет. А такое может быть, если вы подпишете.